Всем привет! Современные раскладные телефоны пускай и выпускаются не первый год, однако все еще вызывают у большинства вау-эффект. И если год назад я тестировал Samsung Galaxy Fold 3, то сегодня, спустя почти год после релиза, мне достался на двухнедельный тест и Oppo Find N. По совместительству, самый удобный складной телефон на сегодняшний день. Кстати, в ближайшее время Oppo планирует представить и второе поколение гаджета. Ну а мы посмотрим, чем же они смогли удивить и переплюнуть матерых корейцев в своей первой же попытке. Поехали! Про технические характеристики рассказывать особо не буду, обзоров на устройство даже на русскоязычном YouTube полно. На территории РФ сэмпл был только один, и он весь год колесил по обозревателям, таким образом пройдя все тесты на надежность. Выглядит он после таких путешествий отлично, рамка корпуса до сих пор почти как новая. Защитная пленка внешнего экрана даже не пытается скрыть, что телефон повидал многое. Ну а складной дисплей на удивление не имеет никаких видимых повреждений. Разве что небольшие неровности, вероятно от ногтей, которые заметить можно только под углом. Кто-то, видимо, не удержался проверить его на прочность. В отличие от Samsung, половинки складываются не образуя зазоров. То есть в сложном состоянии это просто очень толстенький и тяжелый, но довольно компактный по ширине и высоте смартфон. Причем с весьма удобным соотношением сторон экрана. На фоне современных вытянутых телефонов классические 18:9 оказываются зачастую более удобными. Особенно вспоминая максимально узкий внешний экран у Fold 3, которым пользоваться было порой проблематично. Удерживается в таком положении телефон с встроенными магнитами. На углах пластиковой рамки, обрамляющей внутренний экран, можно заметить небольшие потертости. Реализация складного дисплея тут, пожалуй, лучшая на рынке, так как складки действительно почти нет. Вообще сам механизм выглядит наиболее взрослым решением из тех, что есть сейчас. Однако защита от воды, в отличие от Samsung, тут отсутствует. Но даже при такой почти идеальной реализации на белом фоне под углами видны неровности экрана. Видит их в 99% случаев не владелец, а сосед, подглядывающий в ваш аппарат. Соотношение сторон не самое удачное, потому что дисплей почти квадратный. Это не очень здорово для фильмов и игр. Первые будут оставлять огромные черные полосы сверху и снизу, а вторые не всегда правильно адаптированы под такое соотношение сторон. Как говорится, плавали, знаем. А вот в соцсетях, браузере и обычном использовании, в том числе с двумя приложениями, открытых на экране, все работает великолепно. Я же придерусь к следующему. Яркости раскладного дисплея не хватает. Белый цвет грязный, и это, конечно, грустно. А частота обновления в 120 Гц не позволяет закрыть глаза на подобные минусы. Плюс используемый материал защиты в виде специальной пленки, как магнит притягивает пыль, которая для такого рода устройств губительна. Внешний же экран плюс-минус такого же качества, но имеет лишь 60 Гц. А вот с шимом все довольно плохо. Мало того, что пульсометр показывает очень высокие показатели, так еще и частота этих пульсаций происходит на 120, 240 и 480 Гц. Если вкратце, то ощущение песка в глазах меня так и не покидало. Есть здесь и беспроводная зарядка, и неплохие камеры. Причем набор сенсоров весьма неплох. Тут и 50-мегапиксельная основная камера, и ширик, и зум-камера, правда с приближением всего 2х. В ее защиту скажу, что для портретных снимков это, пожалуй, даже лучше и удобней. Ну и, конечно, немного примеров фото сейчас перед вами. Это, конечно, не фото-флагман, но где-то на уровне iPhone 13. И даже чуть выше. Главным образом проблема у камеры лишь одна – это отсутствие стабильности, так как снимок может выйти как отличным, так и полностью смазанным и некачественным. Но как вы прекрасно понимаете, смартфон берет совершенно не этим, поэтому данные результаты меня более чем устроили. Ну а запись видео настолько типична, что и показывать его в этом ролике бессмысленно. Кстати, довольно забавно, что стереодинамики тут реализованы с некоторой условностью, так как в сложенном положении они находятся друг над другом, а в разложенном четко дают понять, как правильно держать телефон и где тут длинная сторона экрана. По качеству самого звука никаких претензий нет, а вот виброотдача, пускай неплохая, но сильно уступает текущим решениям на других флагманах. Не критично, но не ультимативно. Наконец, к программному обеспечению.
Если с аппаратной частью компания справилась на ура, то с софтварной все не так гладко. Во-первых, смартфон так и не вышел на глобальный рынок. И с одной стороны, даже китайская версия прошивки имеет все языки и на нее без проблем ставятся Google сервисы. А с другой, такие приложения как Android Auto не умеют работать вовсе, если не являются системными, то есть предустановленными. К оплате по NFC это, естественно, никак не относится, и MirPay работал безупречно. Идем дальше. Насколько я понял, это единственный смартфон Oppo с фирменной оболочкой ColorOS 12 и на 11-м Android. Никаких обновлений оси до оптимизированной для складных устройств версии 12L смартфон не получил и вряд ли получит. Вроде как есть бета-версии, но рисковать с ними на казенном гаджете я не стал. На текущей прошивке преимущество складного механизма используется разве что в камере, да еще в паре мест. Причем внешний экран отключается сразу после того, как вы начинаете превращать девайс в мини-планшет. Использовать конструкцию как подставку для удобного просмотра контента на внешнем экране нельзя, хотя это было у Samsung уже давно. Да что уж говорить, внутренний экран мог бы уместить иконки сразу двух рабочих столов, как опять же сделано у корейцев, но тут они просто растягиваются по всей площади. Кроме типичного разделения экрана и мини-окошка приложений, которые есть, мне кажется, почти у всех оболочек, Oppo Find M похвастать нечем. Да и разделять экран тут можно только строго по вертикали, что ограничивает возможности гаджета. В остальном, почти все приложения отлично переживают смену экрана на лету, а изменение формата доступно в меню последних запущенных приложений, что удобно. Вообще легковесность ColorOS мне очень нравится, но от складных устройств хочется большего, ведь пока что это девайсы для гиков. Скорость работы очень высокая, лаги отсутствуют как класс. Все анимации максимально плавные. При этом смартфон использует Snapdragon 888, который не был новым на момент выхода гаджета и всегда имел горячий нрав. Несмотря на это, даже в тротлинг-тесте Find N держится молодцом, и в играх работает аналогично. Хорошо. Здесь кинем камень в огород старого фолда, который с перегревом не справлялся. В Genshin вся эта конфигурация смотрится весьма сносно, ведь игра идет с редкими дропами на высоких настройках. Главным образом играм будут мешать соотношения сторон с ограничением FOV или проблемами интерфейса, а не технические возможности гаджета. Автономность, на удивление, очень неплоха, вероятно потому, что внутренний экран так сильно задушен по яркости, а внешний, которым вы будете чаще всего пользоваться на бегу, небольшой площади, да еще и 60 герцовый. Как итог, 3-4 часа экрана в день как минимум легко достижимо, а на деле мне удавалось выжать и все 5-6, даже если постоянно переключаться на большой дисплей. Правда, замечу еще, что китайская версия ColorOS куда агрессивнее относится к фоновым процессам и душит их сильнее глобальной версии прошивки. Что же все это означает? Find N не более чем концепт, который был выпущен просто для того, чтобы показать, что Oppo один из лидеров рынка и одна из самых технологичных компаний в мире. Но если она всерьез собирается вступить в прямое сражение с Samsung, то нужно решить множество вопросов в программном обеспечении. Я думаю, что в новом, готовящемся к выходу Find N2 все это будет учтено. А подводя итоги, я могу сказать одно. Несмотря на все минусы, это самый удобный раскладной смартфон, и все его недочеты исключительно по программной части, которые можно было бы исправить в первые месяцы после выхода гаджета. Да и то, далеко не каждый их вовсе заметит. Во мне же, говорит, исключительный опыт, полученный еще год назад с Fold 3. Совместить бы эти два устройства, механизмы корпуса Oppo и программное обеспечение от Samsung, и была бы мечта. В общем, все надежды на Find N2 и то, что его сэмпл не будет ехать до меня целый год. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.